Добрый день, меня зовут Света. Сегодня мы будем разбирать мыльный калькулятор. Мыльный калькулятор в мыле с нуля – это основное, что нужно знать для того, чтобы построить правильный сбалансированный рецепт. Итак, мы будем пользоваться мыльным калькулятором, который называется SoapCalc. SoapCalc – это американский мыльный калькулятор, он на английском. Ничего страшного в этом нет, сейчас вы все поймете, разберетесь и все будет отлично. Итак, я в поисковике Google, мы пишем здесь на английском SoapCalc. И заходим вот в такое вот окно. SoapCalc – это название калькулятора. Его можно добавить в избранное, нажать здесь на звездочку и добавить избранные страницы. Тогда, когда вы будете открывать вот здесь вот стрелочку, то у вас будут тут разные сохраненные, да, сайты фигурировать, включая SoapCalc. Очень удобно. Окей, да, все на английском, но это не так страшно. Сейчас мы разберемся и все поймем. И на самом деле это просто. Смотрите, здесь идут цифры 1, 2, 3, 4, 5. Это пошаговая инструкция. Сейчас мы пройдемся по ней, и у нас в результате получим хороший рецепт для сбалансированного мыла. Итак, начнем. Цифра 1 мы выбираем гидроксид. Это или содиум гидроксид, или каустическая сода, или калий гидроксид. Это для жидкого мыла. Мы сейчас будем составлять формуляцию для твердого мыла, поэтому выбираем натрий OH. Второе – это единица измерения. Мы будем измерять в граммах. Вот тут нажимаем на кнопочку, высвечиваются граммы. В зависимости от того, какая у вас форма, индивидуальная или на нарезку, нужно выбрать количество граммов масел в вашем рецепте. Это не так страшно, потом мы посмотрим, как с этим можно играть, чтобы добрать нужный вес мыла. Окей, выберем 500 грамм, это дефолт, это то, что дает нам калькулятор. Пока что для примера нам этого достаточно. Номер 3 это процент воды. 38% это для горячего способа подходит, для холодного способа 32% этого более чем надо. Суперфат 4 это пережир. Пережир мы выбираем в зависимости от типа кожи. Я девушка светлая, кожа у меня нормальная. Суперфат 6 будет подходить не идеально. Окей, номер 5. Мы должны выбрать из вот этого списка масла, которые будут входить в наш рецепт. Окей, они идут по принципу в алфавитном порядке. Видите, вот начинается A, продолжается B и так далее. Вот тут бессмертное количество просто этих масел и вакс и баттеров, так что нужно выбирать. Я предпочитаю свои формулы строить из небольшого количества масел, чтобы было меньше шансов заплутать и наделать глупостей и забыть какое-нибудь масло. Итак, мы нажимаем левую кнопочку мыши, нажимаем на английском первую букву нашего масла, например, оливковое масло, это olive oil. И вот так вот выбираем с помощью кнопочек вверх-вниз или с помощью курсора. Выделяем olive oil, double-click, извиняюсь, double-click, и вот оно добавляется у нас в списке. Под цифрой 6, вот оно первое. Окей, можно также добавить плюсиком, но он уже мне напоминает, что у нас есть оливковое масло. Поэтому сейчас мы добавим другое масло, например, пальмовое. Да? Нажимаем букву P. Вот начинаются у нас всякие масла на букву P. Palm oil – это пальмовое масло, double-click. Далее возьмем кокосовое масло, начинается на букву C. Вот мы выбираем 76 degrees, это температура плавления масла в фаренгейтах, в градусах фаренгейтов. Это приблизительно 30-32 градуса комнатной температуры, 28, что-то типа того. И это самое распространенное масло, которое продается и которое можно купить. Окей, вот еще один способ добавить в наш список, где под цифрой 6 наш рецепт, мы нажимаем один раз мышкой и вот сюда добавляем в плюсик, и вот оно появляется у нас с этой стороны. Окей, кокосовое масло.
Следующим маслом мы добавим, мы составляем, я еще раз напоминаю, универсальный рецепт, поэтому в следующих фильмах я вам расскажу, как этот рецепт можно менять. Но сегодня у нас будет базовый рецепт. И пока что мы собираем остальные масла. Сочетание жидких масел и баттеров должно быть где-то 50 на 50%. Мы до этого еще не дошли, но сейчас мы добираем, видите, у нас уже есть два масла, как бы два баттера. Пальмовое масло при температуре комнатной, оно в состоянии баттера, и кокосовое масло тоже. Поэтому у нас уже есть два, жидких масел у нас нет. Да, кроме оливкового давайте добавим, например, масло almond sweet oil. Вот. И добавим касторовое масло, конечно же, которое касторовое, вот оно. Касторовое масло отвечает за пенообразование касторовое и кокосовое. Но кокосовое немножко сушит, поэтому его нужно лучше не перебирать. Итак, в процентах я предпочитаю в своих рецептах брать 30% оливкового масла, 30% пальмового масла, 20% кокосового масла, 12% масла sweet almond и еще 8% касторового. Вот это у нас басисный будет такой список, рецепт. Вот если мы нажимаем на семерочку Calculate Recipe, он рассчитывает в граммах, какое количество масел нужно брать в граммах. Я напоминаю, что измеряются масла в граммах, не в миллилитрах в мыловарении, поэтому он нам выдает в граммах. Окей, наши вес, объем, нет, вернее вес. Окей, в седьмом пункте есть еще цифра номер 2. Нажмем на нее, открывается новое окно. В новом окне появляется наш рецепт, наш список, в котором вот наши все масла перечислены, в котором перечислены процентаж этих масел и разные единицы измерения. Мы переходим сразу к граммам. Вот с правой стороны 150 граммов оливкового, пальмового, 100 кокосового, 60 и 40 касторового масла. Окей, теперь что еще мы видим в этом рецепте? Что он нам еще позволяет посмотреть? Вот в этом табличке у нас параметры нашего мыла. Параметры hardness, то есть насколько мыло твердое, 37. Вот у нас есть границы 29-54, 37 это где-то посерединке, это хорошо. Cleansing, это насколько мыло хорошо моет, 14 это прекрасно. Не забываем, что с одной стороны мыло моет, а с другой стороны оно может и сушить. Если оно будет тут высокие цифры, то это будет слишком сухое, сушащее мыло. Окей, кондишнеринг, насколько мыло увлажняет кожу, 60, очень хорошо. Бабли и крими – это параметры пены. Бабли, насколько пена крупные пузыри мыльные, и креми, насколько они бархатистые и мелкие. Окей, за кремовость пены отвечает у нас касторовое масло. А за бабли, за большие пузыри отвечает у нас кокосовое масло. Поэтому это может быть или-или, не бывает так, чтобы было и то, и то. И если мы увеличиваем количество пены мелкой, то она будет мельче. Если мы увеличиваем количество крупных пузырей, то они уже мелкими не будут. То есть понятно, что это два показателя, которые просто отражают наши масла, которые мы взяли. Окей, йодин. Йодин – это цифра, которая объясняет, насколько быстро масла, которые не вступили в реакцию с щелочью, портятся. Потому что в мыле суперфат, пережир, он остается без контакта с щелочью. И если мы добавим сюда масла, которые быстро портятся, они быстро испортятся, мыло прогоркнет и будет неприятно пахнуть через быстрый промежуток времени. Окей, и теперь АНС. АНС это завершительный балл, который получает наше мыло. Оно получает балл 146, это прекрасный балл. Видите, граница 136-165. 136 мыло мягкое и долго сохнет. 165 мыло жесткое и
неудобно с ним работать, потому что оно быстро превращается в ком, так называемый, и с ним тяжело работать. Окей, мы еще можем посмотреть здесь, вот с правой стороны. У нас есть такой показатель соотношение кислот насыщенных и ненасыщенных. 38-62 это проценты. То есть мы должны соблюдать, чтобы где-то было в районе 40 количество насыщенных жирных кислот и в районе 60 количества ненасыщенных. Опять же повторяется тут Е1, повторяется АНС. Дается нам тут вес эфирных масел или отдушек, которые мы должны добавить на это количество, на 1 килограмм мыла. И вот тут фигурирует у нас количество, которое нам нужно добавить именно в наше количество мыла. Окей, что еще мы тут видим? Мы видим количество воды, которое нужно взять, количество щелочи, которые нужно взять, масла наши вместе с количеством отдушки или эфирных масел. И также у нас тут фигурирует 744 грамма мыла в готовом виде. Окей, до того, как оно прошло этап высыхания, потому что мылу еще нужно высыхать, насколько вы знаете. После того, как его готовят, мыло с нуля должно еще недели 4 зреть. Так вот, это 744 грамма, это вес до вызревания мыла, готового мыла. Поэтому, если мы знаем, что у нас есть молд, который содержит в себе 1,5 килограмма мыла, это значит, что мы должны изменить количество масел, потому что от масел рассчитывается все. И количество щелочи, и количество воды, и количество отдушки или эфирного масла. Поэтому мы должны играть с количеством масел, с их весом, для того, чтобы добиться увеличения веса мыла. Например, у нас есть форма, в которую заходит килограмм мыла. У нас есть 744 грамма мыла готового. Давайте увеличим количество масел. Например, на 700 грамм. Пересчитаем это. Пересчитаем это в нашем рецепте. И вот тут можно видеть, что масса мыла увеличилась, килограмм 42 грамма. Это килограмм, можно сказать, который потом после высыхания, после вызревания уменьшится еще до килограмма и даже немножко меньше. И вот мы получили идеальный вариант. Хорошо, давайте сохраним наш рецепт на будущее. Назовем его рецепт номер 1. Нажмем вот здесь Print Recipe. У меня компьютер не подключен к принтеру, поэтому рецепт будет сохранен на жестком диске. Вот тут мы выбираем кнопочку «Сохранить». Он спрашивает, где сохранить. Мы выбираем соответствующую папку, пишем имя нашего рецепта, нажимаем Save. Все, рецепт сохранен. Окей, у вас есть прекрасный рецепт сбалансированный, который не сушит кожу, который хорошо пенится, мыло твердое, мыло увлажняющее. Я его еще раз напишу вам в комментариях внизу. Это первый фильм из 4. Надеюсь, что у вас будут вопросы или какие-то комментарии. Спрашивайте меня под этим видео. Большое спасибо, всего хорошо, подписывайтесь, будет интересно. До свидания, bye.